Приветствую уважаемых подписчиков и гостей канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. В воровской среде продолжается изощренная подковерная игра по дискредитации 63-летнего Тариэла Аниани, некогда считавшегося лидером кутаисского клана и прочившего себя на место Шакра, пока тот грезит о досрочном освобождении. На днях еще одна очная встреча Таро с коллегами по цеху круто подорвала его авторитет и утроила шансы прожить остаток дней вне воровской семьи. Несмотря на внушительный жизненный опыт, Тариэл опять попался на нехитрую удочку. И то, что в критический момент он снова оказался без сопровождения преданных людей, невольно наводит на мысль, что их у него не осталось. Если в предыдущий раз Таро, возомнивший себя великим миротворцем, сопричастным к благороднейшей миссии по спасению воров, споткнулся об умудренных опытом Чермина и Лашу, то новым камнем преткновения стали воры, которые годятся ему в сынки. Впрочем, похоже, что и те, и другие были лишь марионетками в руках одного и того же кукловода. Очередному провалу, случившемуся уже в Черногории, куда Таро перебрался из Дубая, он обязан 46-летнему кутаисцу Варламу Кухианидзе и 40-летнему батумцу Миндии Горадзе, которые в качестве таранных орудий недавно прошли обкатку на авто Самтрецком, видимо с прицелом на мишень покрупнее. По словам источника, приближенного к Аниани, именно авто Самтрецкий, якобы попросивший Тариэла о поддержке, был причиной для его встречи с Варламом и Миндией. Противоположная сторона уверяет, что речи об авто не было вовсе. Как бы там ни было, общение Таро с его будущими обидчиками, которое продолжалось больше недели, поначалу складывалось довольно миролюбиво. И, как водится, потом Таро сам дал повод себя укусить. Этим поводом стал Сулхан Мжавия, коронованный в 2013 году кланом Аниани Джангвиладзе за расправу в Мурмашах над Гией Свердловским, внучатым племянником Хасана. Напомним, в 2017 году на этой почве в присутствии покойного костыля в Красноярске у Сулхана случилась стычка с Русланом Шляпой. Как известно, ненавидеть Сулхана Уватии были свои основания. Во-первых, в 2004 году, когда Сулхан и Ватия находились в Грузии в местах заключения, Сулхан сохранил жизнь Байка, другу детства Таро, которому по приказу Лаши должны были сломать позвоночник в отместку за Дата Себескверадзе, который, в свою очередь, был крестным отцом Ватии. Во-вторых и главных, на чем настаивает Ватия, Сулхан в то же самое время руками Беки Нимсадзе якобы собирался отравить цианидом находящихся в СИЗО Кутаиси воров, включая Звиададзе и Ватию, о чем стало известно от Никилы Кирвалишвили, который подслушал их разговор через кормушку. В 2013 году на сходке в Турции, где обсуждали поступок Сулхана и возможность его пребывания в семье, Ватия высказался категорически против. Кобы Багдадскому, усомнившемуся тогда в правоте Ватии, потом пришлось перед ним извиняться, а сходка решила, что Сулхану в семье не место. Когда, приехав в Черногорию, Ватия при личной встрече с Таро в присутствии Миндии поинтересовался у него, делал ли он подход к Сулхану, тот ответил, что в жизни ни к кому не делал подхода, тем более к тем, кого не знает лично, мол, если Сулхан сейчас войдет, он его не узнает. Ватия заострил на этом ответе Таро внимание Миндии. Спустя неделю Ватия и Миндия перед отъездом снова увиделись с Таро. Для Таро эта встреча стала роковой. Как выяснилось, по поводу Сулхана, который якобы сидит бугром в Красноярске и ломает порядочных, Тариэлу позвонили Шакра и Эдик, и он им сказал, что знает Сулхана как вора и даже сам к нему подходил. Упрекнув Тариэла в том, что неделю назад он говорил обратное, Ватия сказал, какое ты имеешь право к кому-то подходить после того, как разрушил нашу семью и в своем не разобрался. Ты не вор. Тариэл, которому, по словам знающих его не первый год, немного нужно, чтобы потерять самообладание, ударил Ватию. Говорят, выбил зуб или даже полностью челюсть. Ватия в ответ ударил Тариэла, хотя сторона Тариэла это отрицает. Обе стороны сходятся в том, что дерущихся разнял Миндия, сказав им, что бить друг друга я вам не дам, а лично Тариэлу,
Тебя касается вор, говорит, что ты не вор, тебе надо собрать воров. По словам Миндии, после этого Тариэл с опущенной головой ретировался. О случившемся Ватия тут же поставил в курс Вальтера, Гоча и Мамуку, предупредив, чтоб Старо, как с вором, не встречались. Затаив на обоих лютую злобу, Тариэл пообещал устроить им ад, или он не Тариэл.